Привет! Старость — это естественный жизненный цикл персонажей в мирах Sims. Казалось бы, что может быть интересного в конечной стадии жизни наших симов? Но и здесь есть несколько деталей, которые отличают каждую часть Sims. Поэтому в этом видео мы рассмотрим образ жизни симов и способы их омоложения. В первой части Sims персонажи обречены жить долго и, возможно, даже счастливо, пока у их игрового хозяина хватает интереса к игре. В этой части Sims пожилых персонажей просто нет. Такой стадии жизни попросту не предусмотрено. Не могу исключить, что им повезло остановить биологические часы. Или это проклятие самого Уилла Райта. Тем не менее, в редакторе создания персонажей мы можем найти головы с седыми волосами, что, по-видимому, должно намекнуть на их возраст. Хотя анимации движений и поведения остаются прежними, как и у других взрослых симов. Работа также становится своего рода вечной. Уйти на пенсию невозможно, так что вы будете ходить на работу изо дня в день, потому что даже разделения на дни недели здесь нет. Я решила немного поэкспериментировать и попытаться завести ребенка у довольно пожилой парочки. Судя по их внешнему виду, их романтика длилась достаточно долго, и я уже начала подозревать, что цвет волос действительно указывает на возраст Сима. Несмотря на множество игр в кровати, результаты были безуспешными. Меня не остановила мысль проверить это на других седых симах. Я создала своих мощных седых симов, и спустя кучу проведенного времени вместе у них получилось создать маленького сима. Решив проверить эту теорию еще раз, я вернулась к существующей семье. И после первого поцелуя у них все получилось. Теперь я могу с полной уверенностью утверждать, что седые симы не пожилые. Они всего лишь притворяются ими. Sims 1 — это бесконечный симулятор жизни, где симы не имеют возможности стареть, нянчить внуков и уйти на заслуженную пенсию. В этом мире времени практически нет. И каждый день симы могут наслаждаться бесконечной молодостью и приключениями без тени старения. Вместо этого, каждый день для симов — это новая возможность заниматься своими разными делами, не заботясь о течении времени или старении. В Sims 2 разработчики избавили наших симов от проклятия вечной жизни. Теперь у нас появилась новая жизненная стадия — старость. Как только зрелые персонажи задуют свечи, Сим раскачивается, делает полный оборот вокруг себя. Его волосы тут же становятся седыми и появляется небольшая сутулость. Подмигивание Сима означает, что его жизнь еще может быть интересной и увлекательной. Пожилые Симы всегда внешне отличаются, ведь они могут иметь только седые волосы. Поседевшие симы ходят медленнее и более размеренно по сравнению с взрослыми персонажами. Даже в таком уважительном возрасте ваши пожилые симы могут привлекать других. Стоит отметить, что очень взрослые симы мужского пола могут заводить детей с женщинами репродуктивного возраста. Однако пожилые дамочки не могут завести детей. Даже пожилая пара симов может обратиться в службу усыновления детей. Но старость сима может незаметно подкрасться. И вы, так же как и я, можете не заметить, как второй пожилой сим отправился в мир иной. А маленький сим снова стал сиротой. Судя по уведомлению игры, приют в Sims 2 стал лучше. Ведь детки уже не готовят кашу на костре из старых покрышек. Но если у этого малыша остались родственники, как в моем случае, то вы можете его усыновить снова. И таким образом этот малыш уже не брат, а сын. Другое дело — внуки. Ваши пожилые симы могут помочь в уходе и воспитании детей. Такая помощь однозначно положительно отразится на взрослом и молодом поколении. Конечно, иногда спина дает о себе знать, но ведь общение с внуками приносит немало удовольствия. На форумах пишут, что бабушки и дедушки обладают скрытой способностью быстрее обучать малышей различным навыкам.
Я решила проверить этот интересный факт. Дедушка с жизненной целью знания обучил малышку ходьбе за 5 часов 20 минут. А ее мама, которая мечтает о деньгах, выполнила такое же задание за 5 часов 23 минуты. Как видите, разницы нет. Есть небольшая погрешность. Затем возникла другая идея – изменить жизненную цель дедушки на семью. И это сработало. Сим обучил ходьбе за 4 часа 13 минут. И я проделала то же самое с отцом этой малышки, у которого семья была на первом месте. Такой семейный взрослый Сим смог быстрее обучить малыша. Это заняло 4 часа 50 минут. Так что можно смело и уверенно утверждать, что бабушки и дедушки, для которых семья стоит на первом месте, действительно способны развивать таланты ребенка быстрее остальных Симов. Интересно, что в качестве няни в Sims 2 всегда приходит старушка с седыми волосами и в своей особой униформе. Теперь я понимаю, почему няни всегда пожилого возраста. Именно посидевшие Симы, возможно, познали дзен по уходу за ребенком. Седые персонажи могут позволить себе выйти на пенсию. Достаточно лишь позвонить на работу, и вам тут же оформят пенсию. Получать пенсию Сим будет каждый день, а вот размер пенсии удивит, она окажется маленькой. Однако не у всех Симов пенсия такая маленькая. Даже будучи пенсионером, Сим сможет найти работу. Конечно, она будет попроще, и много денег вы не заработаете, да и время работы будет урезано. Но это отличное время, чтобы освоить профессию, о которой ваш Сим всегда мечтал. Выходить на заслуженный отдых вас никто не заставит. Вы сможете по-прежнему ходить на работу. Старички-симы могут заниматься любой физической деятельностью, без каких-либо ограничений. Они успешно качают мышцы, крутят педали и обладают хорошей гибкостью. Женатая пара, которая состарилась в браке, может устроить вечеринку в честь годовщины золотой свадьбы. Особо эта вечеринка не будет чем-то отличаться. Но согласитесь, что это очень милая и приятная деталь. Узнать, сколько дней осталось жить Симу, мы не сможем. Можно будет увидеть только количество прожитых дней. Есть несколько уловок, которые позволят седым Симам прожить еще несколько дней. За баллы успеха вы можете приобрести эликсир жизни. При высоком показателе успеха пожилой Сим оживится и омолодится на 3 дня. Но если показатель успеха будет минимальный, не ждите чуда. Сим подавится зеленым напитком, а потусторонний мир Sims 2 приблизится на 3 дня. А если у вас завалялась лампа джина, то нужно ее почистить, разбудить джина и попросить у него долголетия. Теперь день рождения наступит не скоро. Остановить старение можно и не совсем стандартными способами. Бледная кожа, глаза, наполненные кровью, и боязнь солнечного света – вот путь к бессмертию. Оказавшись вампиром, Сим навсегда остановит свой возраст и больше не постареет ни на 1 день. Есть и другой, радикальный способ – стать зомби. Жизнь станет вечной, но тут возникает другой вопрос – зачем так жить? Есть иной способ продления жизни, но он предназначен лишь для симов, которые не ищут простых путей. Проглотис людоедие или же жвачное растение также нуждается в пище, но иногда это могут быть и обычные симы. Если растение сможет приманить тортиком какого-то сима, то сможет произвести молоко, которое придаст жизненных сил и продлит возраст персонажа. Старость приходит неожиданно. Такое бывает в рандомное время. Появляется костлявая, показывает пожилому Симу песочные часы, давая намек, что его время прошло. Рукой указывает, что пора уходить, и Сим испаряется. Успешные старички, которые обладают платиновым индикатором, скорее всего отправляются на остров вечного отдыха. Там их встречают симпатичные танцовщицы в островных нарядах, а костлявая даже угощает коктейлем. Сим будет растерян, но такой прием ему будет по душе. Он взволнованно возьмет подготовленный чемодан и словно дым исчезнет в воздухе. У таких симов будет свое особенное надгробие с золотистым оттенком.
как яркий аккорд их жизни на пути в бесконечные просторы. Довольно интересно, что в мире Sims 2 есть страховая компания, которая действительно выплачивает деньги, не то что другие мошенники. Кстати, ролик о мошенничестве вы найдете в подсказке к этому видео. Родные и близкие друзья получат наследство от ушедшего Сима, и это останется в их воспоминаниях. Также уточню сразу, наследство возможно только при естественном уходе из мира Sims 2. Утопление и пожары не являются страховыми случаями. В мире Sims 2 появилась возможность встретить старость, в отличие от предыдущей части. Этот жизненный этап разработчики отлично проработали. Добавили пенсию, ускоренное обучение внуков и довольно интересные, но не всегда гуманные способы, чтобы продлить жизнь, хотя бы на пару дней. Старость – это не только период, когда Сим подводит итоги своей прожитой жизни, но это также время для семьи и хобби на заслуженной пенсии. В Sims 3, когда взрослые персонажи задуют свечи, они тут же переходят в новую жизненную стадию – старость. Совершив полный оборот вокруг себя, персонаж моментально поседеет, схватится за спину и появятся глубокие морщины. Он оценит состояние своей кожи и по сжатию руки в кулак поймет, что суставы стали еще более хрупкими. Как и в Sims 2, пожилые Симы приобретут сутулость и станут более медленно ходить, что очень заметно, если сравнивать с молодыми персонажами. Однако пожилые Симы смогут замаскировать свою седину. В режиме изменения внешности старички смогут поменять цвет волос, что, конечно, сделает их немного моложе. Также, если у Сима есть более заметные признаки старения, то в мире Sims 3 есть больница, где работают опытные хирурги. Кстати, о ней мы говорили вот в этом ролике, советую посмотреть. А еще старички не любят расслабляться за рулем, как молодые персонажи. Они максимально придвинутся к рулю, чтобы не сбить кого-то на дороге. Только для пожилых Симов разработчики добавили трость, которую можно приобрести в режиме покупок. После покупки трость нужно переместить в инвентарь Сима и начать ее использовать. Игроку также предлагается выбрать тип походки. По умолчанию стоит старческая походка, при которой старик опирается всем телом на трость и медленно идет. Или же второй вариант – джентльменская походка. При этой походке Сим поднимает голову, расправляет плечи и уверенно двигается вперед. Мне показалось, что Сим с джентльменской походкой идет быстрее, так что давайте проверим. Невооруженным глазом видно, что джентльменская походка добавляет плюс 5 к скорости пожилого Сима, так же как и красный цвет машины. Кстати, цена трости не влияет на скорость. Сим с самой дешевой тростью и с той же походкой двигается с той же скоростью. Однако старичок без трости может прийти на финиш первым, чем Сим со старческой походкой. Соответственно, отсутствие трости и походка джентльмена имеют одинаковую скорость. Скукожившиеся старички с тростью иногда могут продемонстрировать свое умение ею пользоваться. Если нажать на свободное место мышкой, вы увидите интересную функцию – бить всех клюкой. Пожилой Сим будет обвинять всех в чем угодно, даже если это несправедливо или не имеет никакого основания. Особо недружелюбные пожилые персонажи могут воспользоваться тростью, чтобы пригрозить ею. В конце концов, все методы хороши. Пожилая пара не сможет завести собственных детей, однако никто не запрещает им взять малыша из детского дома. Однако, если малыш останется без своих приемных родителей, его вскоре заберут обратно. Посидевший Сим сможет продлить свой род с молодой или взрослой женщиной. Почему-то все мои Симы были не в трезвом состоянии, поэтому у них была уникальная возможность устроить по пьяни. Пускай это будет небольшим добавлением к ролику о романтике. Подсказки. Там, кстати, перечислены все в уху места. Так вот, ваша пожилая пара не получит физического перенапряжения от постоянных игр в кровати, поэтому переживать за их сердца не стоит. Бабушки и дедушки будут обучать малышей различным навыкам с той же скоростью, что и их родители. Старички могут вспоминать со своими взрослыми детьми детство, школу, музыку или старые добрые времена.
Они отлично занимаются спортом и могут без труда прокачать навык спорта. Если выполнить задание «Марафонец», то здоровье пожилого персонажа станет крепче, а его жизнь, соответственно, длиннее. Симы, обладающие чертой «Вегетарианец», как утверждает игра, живут дольше. Однако в моих экспериментах старушка-вегетарианка умерла первой, несмотря на свою диету, в отличие от ее обычного мужа. Упс. Видимо, жизнь в мире Sims полна неожиданностей. Но то, что точно продлит вашу жизнь, это блюдо с амброзией. Приготовить его не так просто, так как потребуются довольно редкие ингредиенты. Сначала Симу необходимо освоить навык кулинарии, затем приобрести очень дорогой рецепт, выловить рыбу-смерть на кладбище и вырастить уникальное растение – плод жизни. Кстати, если съесть такой плод, то вы также увеличите количество оставшихся дней. Сим сможет приготовить это удивительное блюдо, которое моментально омолодит его. Чем сложнее путь, тем он интереснее. Если у вас каким-то образом есть в наличии фонтан молодости Леона, то Сим сможет каждый день пить эту целебную воду и становиться моложе на 1 день. Есть и эликсир с таким же названием. Можно долго и упорно изучать алхимию, собирать нужные ингредиенты, а можно просто купить такой омолаживающий эликсир, если он будет в наличии. Ваш пожилой персонаж не просто уберет пару морщинок, а станет вновь молодым. Неплохой эликсир, не правда ли? В качестве награды за баллы счастья можно купить старую пыльную лампу, почистить ее и загадать желание о долголетии. Фактически исполнение такого желания вы никак не увидите, но будьте уверены, что ваш пожилой Сим проживет вдвое больше дней. Другой наградой может быть остановка возраста. Выпив такой эликсир, биологические часы Сима остановятся, и он насладится проклятием вечной жизни. Опытные старички-садоводы знают, что нужно выращивать цветок смерти. Когда костлявая неожиданно появится, Сим с гордостью подарит ей этот цветок и вернется к своей обычной симовской жизни. Бешеная коровка также может омолодить Симов на несколько дней. Достаточно пожертвовать каким-то Симом или заманить соседа. Такие жизненные соки придутся по вкусу вашему Симу, а анимация прямиком из Sims 2. Можно также воспользоваться более простым способом, чтобы продлить жизнь седых Симов. Достаточно зайти в настройки игры и изменить продолжительность жизни от короткой до эпичной. Такие необычные персонажи, как джинны и феи, живут дольше обычных, а вампиры стареют, но медленнее. На старости лет даже очень взрослые Симы могут уйти на пенсию и даже освоить новую профессию или заняться любым другим хобби. Для пожилых персонажей открыты все возможности. Например, они могут поступить в университет и получить диплом. Учиться никогда не поздно, а иногда можно принимать довольно интересные вызовы. Уход пожилого Сима в другой виртуальный мир происходит иногда неожиданно. Сим немного взлетает, и желтое сияние превращает персонажа в призрак, а этот обряд завершает костлявая. Близкие Симы могут даже устроить вечеринку похороны. С друзьями и знакомыми вы можете выразить соболезнования и вспомнить почившего Сима добрым словом. В Sims 3 нет такой системы наследства, как была в Sims 2. Все предметы, которые были в багаже ушедшего Сима, перейдут в багаж другого Сима. Это своего рода наследство. За баллы счастья можно купить наследство от очень далекого родственника, о котором вы никогда не слышали, но тем не менее на ваш счет упадет круглая сумма симолеонов. Пожилой возраст Симов в тройке отличается от двойки. У них появились новые предметы и новые возможности для саморазвития. На старости Симам не придется скучать, ведь для них открыт целый мир с различными возможностями. Чего только стоят способы продления жизни. Их так много, что это может стать новой целью для пожилых Симов, которые будут ценить этот мир еще больше. В Sims 4 старость наступает после взрослого возраста. После того, как Сим задует свечи, полный энергии персонаж превращается в пожилого Сима с сединой, несколькими глубокими морщинами и небольшой сутулостью.
Самым болезненным местом для Сима становится спина, ведь он часто хватается за нее. Радикулит требует лечения. Однако они все еще передвигаются с той же скоростью, что и молодые. Если седина мешает имиджу Сима, ее легко можно скрыть с помощью быстрой перекраски. Пожилые мужчины могут продолжать свой род, а вот женщинам придется искать другие пути. Но это не означает, что они останутся в одиночестве. Пара преклонного возраста может обратиться к науке и завести вместе ребенка с пробирки. Быстро и недорого. Но также можно усыновить более взрослого ребенка, чтобы избежать периода криков маленьких детей. Посидевшие Симы могут выйти на пенсию. Хотя, за исключением уведомления, вы не найдете эту информацию где-либо еще. На пенсии вы можете заняться любым делом, так как свободного времени будет предостаточно. Но если вы захотите освоить другую профессию, то все преимущества пенсии будут аннулированы. Поэтому почему бы не заняться развитием собственного бизнеса, например, созданием новых нарядов или покупкой недвижимости для сдачи в аренду. Это никак не повлияет на получение пенсии, которую будут выплачивать каждый день. В таком золотом возрасте можно наконец заняться любимыми внуками. Прожив достаточно долгую жизнь, бабушки и дедушки смогут поделиться жизненными уроками об усердной работе, ответственности, семье, любви и деньгах. У них найдется о чем рассказать внукам. Могут даже пожаловаться на нынешние цены. У подрастающего поколения можно получить информацию о современной технике, чтобы не отставать от развития технологий. Взамен старички смогут угостить конфеткой, о которой не узнают родители. А можно поностальгировать и предаться воспоминаниям в окружении близких. Внуки могут делиться своими драгоценными поделками, которые жалко выбросить, но можно сохранить в самом надежном месте – в коробке памятных вещей. Глядя на такую коробку, Сим сможет также поразмышлять о значении семьи в его жизни. Когда костлявая будет приближаться все ближе и ближе, можно доверить коробку близкому человеку. Старички и их друзья могут собираться вместе, чтобы энергично погулять по красивому дендрарию или поиграть в разные настольные игры. Пожилые персонажи найдут, чем себя занять. Если в вашей игре несколько поколений и у молодой пары появляется малыш, то не сомневайтесь, что вам скоро позвонят бабушки и дедушки и предложат вам помощь в уходе за малышом. Они приедут к вам целым семейством, будут готовить еду и поочередно присматривать за младшим. Так что не беспокойтесь, теперь можно отказаться от няни, ведь бабушки и дедушки лучше справятся с маленьким. В Sims 4 есть особые пожилые Симы, которые приобрели такую черту характера, как мудрость. Такие пожилые персонажи способны делиться мудростью с остальными, а также иногда в одиночестве размышлять о своей жизни. И не все воспоминания будут хорошими. Не только мудрые персонажи способны вспоминать прошлое. На кресле качалки такая опция будет доступна всем пожилым Симам. Было бы круто, если бы это были настоящие воспоминания Сима. Возможно, бабушкам также придется по душе вязание. Возраст не помеха для развития. Пожилые персонажи имеют возможность поступить в университет. Никто и ничто не остановит даже таких активных Симов в возрасте. Кроме одного. Если перечисленные занятия недостаточно активны для старичков, то можно заняться спортом. Немного размять свои кости никогда не помешает. Подождите, это что? Телефон? Под водой? Но чрезмерная физическая нагрузка, даже любовная, может поменять все ваши планы на долгую старость. Хорошо все, что в меру, да? В панели Симологии вы найдете информацию о количестве прожитых дней пожилого Сима. И, конечно, есть несколько способов, чтобы немножечко омолодить пожилых Симов. Если пожилой Сим выполнил хотя бы немного задания своей жизненной цели, то у него будет достаточно баллов, чтобы купить зелье молодости. Выпив такую жидкость, пожилой окажется в начале своей старости. По миру Sims 4 можно разместить колодцы желаний, в которых можно пожелать энергию юности.
Если Сим попадет под нужное настроение или будет щедрым, то ему дадут пару дополнительных дней. Особо коварные старички способны вырастить бешеную коровку и заманить не очень дальновидных Симов. Такие вкусные Симы отлично перевариваются в том чудо-растении, которое потом можно подоить. Получится не молоко, а экстракт жизни, того вкусного Сима. Чтобы долго жить, нужно чем-то жертвовать. У вампиров есть автоматический баф, который останавливает их биологические часы, поэтому взросления, как и старости, вообще нет. Чародеи в Sims 4 способны сварить себе зелье, которое не позволит ему умереть от старости, если Сим вообще сможет сделать такое. Цветок смерти послужит отличным подарком для костлявой, чтобы ваш близкий пожилой Сим пожил еще чуть-чуть. Цветок смерти может быть также ингредиентом к очень особенному блюду. Вам понадобится также зелье молодости, рыба морского ангела и 10 уровень навыка изысканной кулинарии. Тогда Сим сможет приготовить амброзию. Полоска жизни обнулится, поэтому можно дышать полной грудью и не беспокоиться за завтрашний день. Другой заморочкой послужит сыворотка молодости. Для ее приготовления потребуется ученый высшего уровня и химическая лаборатория. Но мой пожилой Сим не успел этого сделать. И, конечно, в Sims 4 также можно увеличить длительность жизни, если хочется поиграть, или наоборот уменьшить. Оказывается, в Sims 4 есть дом престарелых. Мы ничего о нем не знаем, как он выглядит, сколько пожилых Симов там находится. Ваш добрый Сим может быть волонтером в доме престарелых, чтобы разнообразить их жизнь. Ванный декор в стиле стакана с вставными зубами однозначно пригодился бы пожилым персонажам, если бы они также теряли зубы, как дети. В конце жизненного пути пожилой Сим махнет на прощание своему покровителю, вздохнет и свалится на пол. Костлявые услуги прибудут в ту же секунду. Сима вычеркнут из реестра налогоплательщиков в Sims 4 и отправят в другой мир, где нет пожаров и физических перегрузок. В Sims 4 нет такого понятия, как наследство. Однако в один момент персонажи могут позвонить и сказать, что какой-то дальний родственник, о котором вы даже и не знали, ушел в мир иной и оставил вам наследство. Жизнь мудрых, седых персонажей в Sims 4 настолько разнообразна, что скучать не придется. Это золотое время, чтобы привести все дела в порядок, провести время с семьей, держаться за жизнь всеми возможными способами и оставить после себя частичку души в семье. При создании этого ролика я сама не предполагала, как много всего могут делать старички в Sims. Конечно, в Sims 1 не было старости, они даже не старели, но были намеки на возможный их возраст. В Sims 2 пожилые персонажи могут выйти на заслуженную пенсию, заняться любимыми внуками или своими хобби, на которые не хватило времени. Или отметить золотую свадьбу со своей второй половинкой. В Sims 3 появилась трость, о которой мечтает каждый уважающий себя пожилой Сим. А в 4 части так много интересных занятий для старичков, что они обязательно воспользуются зельем молодости, чтобы насладиться этим временем подольше. А что вы думаете о старости в мире Sims? Ставьте молодость, подписывайтесь на семью, делитесь пенсией, если вам понравился этот ролик. Спасибо за просмотр. Пока.